красный свет. Да, снимай. А расскажи, пожалуйста, с какими композиторами ты работал и какие композиторы писали песни специально для тебя, только для тебя? Потом ко мне тоже был член художественного совета у нас, Аркадий Ильич Островский. Он подходит ко мне после совещания худсовета, говорит: Леня, а что ты меня не поешь? Я говорю: Аркадий Ильич, ну вы же пишете для эстрадных певцов. Для меня-то вы еще ничего не написали. Он говорит: напишу обязательно. Обязательно напишу. И написал. Песня «Время» называется. Отлично написал, здорово написал. И на клавире, когда мне передали клавир, было написано Юрию Гуляеву и Леониду Харитонову. Но ни Гуляев, ни я ее не спели. Ее спел опять-таки же Иосиф Давыдович Кобзон. Потому что ко мне пришли поздно. Они уже сделали фонограмму телевидения. Оркестр записали, хор записали, а солиста. И сказали: вечером будем писать. А я не умел писать под фонограмму. А Аркадий Ильич в Сочах был. Я ждал его, чтобы с ним отрепетировать как следует. Не просто под фонограмму. Я так не умею под фонограмму. Не умел и не умею. Для этого нужно быть, хорошо владеть слухом абсолютным и хорошо владеть голосом и сознанием, чтобы сразу читать с листа. Это очень сложно. Это очень сложно. И вот когда я разнервничался, я говорю: Мазина, у меня ничего не получится. Не могу я писать под фонограмму. И хорошо, на мое счастье, в студии оказался Иосиф Давыдович. Я обратился к нему с просьбой. Я говорю: Аркадий Ильич, а можно с вами выступать? Хотя у него достаточно было исполнителей. Он говорит: да, собственно говоря, у меня есть исполнители. Ну, вы запишите мой телефон и позвоните. Я не знаю вас еще. Вы придете, споете что-нибудь, я послушаю, может быть, я вам какой-то репертуар дам. Вечером мне звонят и говорят: послушай «Время». На огоньке, тогда огоньки были. И вот я говорю: как «Время», кто чего? А Майя Сомина говорит: Иосиф все-таки согласился писать, записал. Я говорю: ну, слава Богу. Смотрю, объявляют. Для него я горел, воевал, и как Бог этот мир создавал. Мир стеклянных дворцов и морской синевы, и огня, и зеленой травы. Он придет в это царство огней, человек наших завтрашних дней, и за все, что найдет на
планете живой. Благодарность свою он отдаст нам с тобой. А в этот день, когда вылетать, Аркадий Ильич умер. В Сочи, на фестивале. За день мы устали очень, скажи всем спокойной ночи, глаз не закрывай. Он прожил всего 53 года. 18 сентября 1967 года, когда по телевидению заканчивался очередной выпуск передачи «Спокойной ночи, малыши» и шла песня «Спят усталые игрушки», ее автора Аркадия Ильича Островского не стало. Умер. Но хорошо, что Иосиф Давыдович записал и все-таки увековечил. Блестящую песню. Припев хороший, там эмоционально, все блестяще. И спасибо ему большое, что он увековечил Аркадия Ильича в этой песне, патриотической песне. А мне неудобно, потому что я не умел я сразу писать сходу. Потом написал на меня Туликов Серафим Сергеевич. Родина, сын России, не стареют душой ветераны, сын Отечества. И все это я пел, и все это я записал. Песню «Родина» на слова Юрия Порухина я рассматриваю как попытку поддержать и сохранить те лучшие традиции, которые накопила советская песня за все более чем 50 лет своего существования. Родина, мои родные края, Родина, весна и песня моя, гордою судьбою, светлою мечтою, мы навеки связаны с тобой. Из колонного зала с оркестром Силантьева я это пел. Все три вещи. Да. А Туликов сидел за роялем. С оркестром, эстрадно-симфоническим оркестром. Он там аккомпанирует за роялем? Ну, он оркестр аккомпанировал, большой симфонический оркестр. Да. А он участвовал, да, там, какие-то вещи там свои. Туликов так на меня хорошо писал. Единственное, о чем немножко виноват перед Туликовым, он написал песню о солдате, который лежит у Кремлевской стены, на меня. Я ее спел на конкурсе, всесоюзном конкурсе, и получил первую премию. Она где-то у меня лежит до сих пор еще, так и не спета. А о железном солдате у Кремлевской стены вообще нет песни. Она есть. Ее никто не пел вообще, эту песню? Ее никто не пел, кроме меня вот на конкурсе, всесоюзном конкурсе вокалистов. Ее никто не пел. А там я хотел ее отдать в ансамбль, Александров мне
У тебя и родина есть, у тебя и не стареет душой ветерана, и сын России, хватит, ты его живот. И так она, ее никто у Туликова не взял почему-то. А ты можешь напеть ее, какая там мелодия? Хотя бы напеть. Помнит мир о солдате железном, что лежит у Кремлевской стены. На войну уходил он известным, неизвестным, вернулся с войны и так далее. Ну и если проследить путь советской песни за более чем 6 десятилетий, то нетрудно увидеть 3 основных компонента ее составляющих. Это глубокое идейное содержание, сама гражданственность, высокий художественный образный уровень и глубокая народная основа. Вот те 3 кита, на которых прочно опирается, развивается, воспитывает и вдохновляет наш народ советская гражданская песня. А «Сын России» ведь Шопенко еще исполнял, да? Сын России, «Сын Тулик. России», да. Шопенко. Я потом отдал Шопенко ее. Александров страшно обрадовался, потому что много Туликова якобы. Вот. Но я отдал Шопенко. Он бывший солист Большого театра. Прекрасный, красивый голос у него. Борис Шопенко. Солист, заслуженный артист республики Борис Шопенко. Упал я на границе в первый бой, закрыв ладонью рану на груди. Сама земля стонала подо мной, и жизнь уже казалась позади. И только тверже выходила из огня суровая, доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня, а я вот без тебя не обойдусь. Настойчиво звала меня труба, пылали обожженные края, от гусеницы падали хлеба, ружьем вставала родина моя, и только тверже выходила из огня суровая, доверчивая Русь. Ну как ты обходилась без меня, а я вот без тебя не обойдусь. Он солистом Большого театра был после ансамбля? Нет, до ансамбля. Он из ансамбля перешел. Я его переманил к нам, Шопенко. Что же, он бросил Большой театр? Он там, я был на его спектакле, он пел Грязнова в «Царской невесте». И мне он понравился очень. Да я его пригласил. Но он пришел. И Александров ему сразу дал потолок, зарплату. И сразу поехали в Канаду. Ну и Шопенко после Канады сказал: я остаюсь в ансамбле. И не ушел обратно в театр. «Не стареет душа ветерана» — это кто написал? Туликов. А, Туликов, да. А он же, а как он ее написал для тебя специально? Он просто принес, предложил, или это повод был какой-то? Ну как он? Он имел в виду мой голос, имел в виду мои эмоции, имел в виду мои актерские способности. Не стареют душой ветераны. Поет первый исполнитель этой песни Леонид Харитонов. Не стареют душой, ветераны, порой мировой.
Так композиторы-то писали на меня. И Ивано Ильич Мурадели, и Туликов, и Новик. Они все имели меня в целом, певца. С моим голосом, с моим диапазоном, с моей школой вокальной, с моей фразировкой, с моим актерским мастерством. Они на память писали для Харитонова. Экимян Алексей Гургенович. Он мне вначале принес песню патриотическую, песню о Ленине. Потом принес «Все, чем дорожим мы больше жизни, все, что мы в сердцах своих храним, навсегда любимая отчизна, мы нараем именем Твоим, предо мной веков бессмертных слава». Вот это вот. Все, чем дорожим мы больше жизни, все, что мы в сердцах своих храним, навсегда любимая отчизна, мы назвали именем Твоим. Как седой Кавказ ты величава, как Урал железный ты тверда. Родина советская держава, не померкнет свет твой никогда. Дорогие друзья, можно сказать, что мой путь к песне определен всей моей сравнительно короткой биографией, неотделимой от биографии моего поколения, поколения детей военного времени. В то суровое, легендарное время советская песня воистину была душой народа. Бессмертные песни Дунаевского и братьев Покрас, Хлебникова и Хачатуряна, Новикова, Александрова и Соловьева-Седрова, Мурадели и Макроусова, Блантера и Листова стали для меня подлинной энциклопедией песенного творчества. А на меня он специально уже потом написал Седина. Она есть в записях на телевидении, ты, наверное, ее видел. Да. Я там пою с актетом краснознаменного ансамбля. Я тебе показывал актет. Мы записали эту «Седина». Хорошая песня тоже. Седина, седина, 20 лет на висках пробивалась, пусть подольше она. Да, и Камянов седину записал. Седина, седина, 20 лет на висках пробивалась. Седина, седина, это пыль всех дорог и усталость. Седина, седина, серебро, что дано за утраты, это жгучая боль,
пепел отеческой хаты. Он еще что-то писал, но меня, как всегда, Александров останавливал. Хватит! Вот уже. Ну, то есть он ревностно немножко относился, что я так охотно беру. А я обращался к нему с просьбой всегда, чтобы именно он оркестровки делал и раскладывал на хор. Аранжировка так называемая. Борис Александрович, это гениальный аранжировщик. Вот «Утес» — это его аранжировка, и «Ухнем» его аранжировка. Ну, то, что я пою, это все его аранжировки были. Ну, и он уже потом рубил меня. Я его завалил. Не я, а композиторы.